Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз. Что ждет в ближайшее время? Что или кто идет в вашу жизнь? И ориентир декабрь 2025. Хотя за счет ретро-урана это, скорее всего, какая-то история, которая будет иметь продолжение на январь 2026. Но все же, декабрь. Какие события, люди придут в вашу жизнь, давайте с вами узнаем. И у нас старинный цыганский пасьянс, который больше о событиях нам как раз и расскажет. А я должна сказать, что декабрь такой переменчивый. Он может быть и судьбоносным. Но перемены тут будут даже как в графике нашей жизни. Такое может быть. Нам может показаться в какой-то момент, что у нас словно пауза, ничего не происходит. Какие-то вопросы не решаются, документы не подписываются. Но наступает как время X, когда, наоборот, ситуация может убыстриться. Или наступает день, когда нам нужно быть сразу одновременно в каких-то нескольких местах. Или приходит какое-то сообщение, информация, когда нам нужно срочно к чему-то приступить. Или мы узнаем, что вот каких-то масса дел, и это нужно было сделать вчера. А мы узнаем об этом только сегодня. И это тоже будет где-то на ритм жизни оказывать влияние, напоминая где-то как супергерой на максималках, на максимальных оборотах. Могут быть такие метаморфозы. Хотя, конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад, а личная история каждого не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какие-то подсказки, мои дорогие, вы точно получите. Давайте узнаем через карты старинного цыганского пасьянса, что они вам хотят рассказать. С какими событиями, буквально, что, кто идет в вашу жизнь, какие темы. Семейное счастье. Это и дом, это и домочадцы, это и приятные эмоции. Может быть, у кого-то конкретно согласование по жилью. Или ваши планы, где вы собираетесь быть, где вы собираетесь, в принципе, оказаться, да? Но это как у кого-то запланированный переезд или последующее перемещение. Но, в принципе, очень даже перспективно. Перспективно в том плане, что что-то вас радует. И в нашем пасьянсе звучит подкова как семейное счастье, а вообще раньше это было как символ удачи, мои дорогие. Поэтому тут какое-то его величество случай я допускаю. Ладно, давайте пойдем дальше и узнаем, что нам тут еще расскажут. Или в центре вашего внимания вопросы семьи, любовь, тем не менее, жизнь в паре. Или, может быть, кто-то всерьез задумается о том, что выйти из одиночества. Но здесь есть такой момент, кто-то в ссоре, мои дорогие. Вот, может быть, вы сможете как раз помириться, и вместо вот этот меч, как нож, да, ссора всегда. Может быть, это, если у нас период ретро-урана, скорее всего, это не что-то новое, да, а тут хорошо забытое старое, и вы как раз будете сглаживать углы, устанавливать контакты. И правда, следующее значение – роза, любовь. Вот тут можно даже какие-то сложные противоречия, ну вот найти какой-то нейтральный статус, скажем так, или примирить в самом себе. Так ведь тоже иногда бывает. Мы с чем-то не согласны и вообще не хотим ни на какую тему говорить. Давайте посмотрим, что еще. И в нашем пасьянсе мы можем соединять карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Документ. Как будто ждете либо документ, либо, может быть, это просто важный звонок, сообщение. Но все же здесь как конверт с сургучной печатью, что-то материальное. Конечно, мы можем ставить электронные подписи, да, то есть все-таки у нас цифровая эпоха. Но, тем не менее, ну, есть, значит, какой-то отправной пункт, когда вы чего-то можете на самом деле ожидать. И вполне вероятно, у кого-то вот этот конверт как важное согласование по жилью или подписание каких-то договоров. Может быть, это и с работой, то есть это два символа, каждый сам немножко по себе. Может быть, это касается работы, да. И у нас ретро-уран – это все то, что с приставкой «пере». Мы переписываем, переигрываем, передумываем где-то не без этого, с чем-то определяемся,
И так то уже может быть. Но это то, что нам уже знакомо, самое главное. Смотрим, что у вас еще совпало. А ведь и правда, как и документы, так и важные согласования. И у кого-то, правда, либо это дом, или это работа, у кого-то работа на дому, или когда, ну, есть повод для радости. Причем я должна сказать, как и по части именно документальной какой-то вехи в вашей жизни или каких-то важных согласований, может быть, и юридических, кстати, могу такое допустить. А у кого-то это еще и будет вот книга открытая, имеется в виду учреждение. Вот просто учреждение. И не обязательно образование, таковые могут быть. Имеется в виду официальные лица, значит, какие-то контакты, либо это пусть работы касается, значит, для вас может быть больше контактов с руководителем, к примеру, или с теми лицами, которые стоят несколько выше по лестнице иерархии. И вот, кстати, если мы соединим, да, вот эту книгу или учреждение, вот здесь выпадает меч. Поэтому, может быть, это, знаете, как дела домашние, семейные, с вашими близкими, но вам придется идти на какой-то компромисс. Может быть, по некоторым оформлениям. И я говорила, ретро-уран– это что-то с приставкой «пере». Передумать, пересмотреть, переиграть, переделать, переписать. Ну, вот что-то такое. Может быть, это касается ваших каких-то документов важных или получения. Ну, тут может быть такой вариант, когда что-то вот не устраивает все равно. Или не вписывается в рамки вашего понимания, в рамки ваших представлений. Но тут, скорее всего, баланс придется найти обязательно, потому что для вас, посмотрите, солнышко. Это выбор правильного направления. А я хочу сказать, что ничто не происходит просто так. И люди, которых мы встречаем, и новости, которые мы в декабре слышим, все имеет свой смысл, свой вес. Для чего-то они нам нужны. Но, видимо, придется вот какой-то альтернативный вариант, я, по крайней мере, вижу, вам рассматривать. Но это тогда, как дорога к счастью. Или прояснение какой-то ситуации. Может быть, вот это ссора, нож. Это было просто как какое-то дело, которое вы прежде... Ну вот оно не шло и все. И, может быть, вы во что-то приложили многое усилия, энергии, средств даже, допускаю. Но вот все как-то это было на паузе. Или вы даже уже успели от чего-то отказаться, может быть. И это какая-то тема, которая уходит корнями в глубокое прошлое. Это не дни или месяцы, а где-то годы. То тут один новый вариант решений может к вам приходить. И нельзя тогда этого упустить. Лучше договориться, это правда. Потому что, скорее всего, это будет какое-то иметь значение, как минимум, на 6-8 месяцев. Всегда солнышко нас, ну, так немножко по дистанции направляет, что, ну, вот имеет это, мало того, что для тебя какое-то очень важное значение, но и быстро какой-то вопрос ты не закроешь. Тебе этим придется еще какое-то время либо заниматься в той или иной мере, или уделять внимание. И пока я с вами говорила, больше я не вижу совпадений, поэтому мы с вами идем дальше. И у нас колода ангелов-хранителей. Очень люблю эту колоду. Давайте мы на ней узнаем. События на пороге, на вашем пороге или на пороге вашей жизни. С чем они будут связаны или с кем? События будущего. Что ждет? Что ждет в декабре? Но нужно на что-то решиться. Нам показана витрина, ну такая запылившаяся, и словно выбор. У вас будет выбор. И тут конкретно прописано: не анализируй слишком, не растягивай что-то по времени. Ведь это карта конфуза, как путаницы. Вот любая семерка– это всегда путаница. То здесь у нас эта путаница, она не закончится, пока мы не сделаем этот выбор, по сути дела. И прокрастинация тут тоже прописана. Мы все не можем к чему-то приступить, или что-то начать, или на что-то решиться. Что ждет? Да тут на кону новый статус. Может быть, это история личной жизни, когда вы тоже не можете решиться на что-то. Может быть, это и была какая-то дружба, и она тянется уже годами. Но вот к знаменателю некоторые события могут подводить.
для кого-то из вас, мои дорогие девочки. Ведь это не только новый статус, но это еще аркан материнства, кому это соответствует по возрасту, по вашим целям, желаниям. Ну, значит, это ведь еще и как создать семью, да? Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Конечно, она может быть кем угодно, может быть мамой, может быть вашей любимой женщиной, может быть у кого-то руководитель проекта, почему нет? И так тоже может быть, но явно есть какое-то взаимодействие, а может быть это вы даже сами в том контексте, что вам придется договариваться, потому что это всегда карта человека, который, ну, все же идет своим путем. Это символ нового «я». Поэтому это относится в равной степени ко всем, каждому из вас. И это, знаете, когда мы понимаем, чего мы хотим достичь, раз, какая обстановка вокруг нас, два, мы готовы как раз к дипломатии, потому что, как известно, императрица даже может с несговорчивым императором договориться, да, или найти какие-то общие точки интересов. Ну, тут плюс-минус у кого чего зависит. Поэтому даже если какая-то ссора, вы можете сгладить, правда, острые углы. Из какого-то минуса не то что сделать плюс, а такое что-то весомое на долгий период жизни. Поэтому тут явно нужно как-то действовать с умом. Слушайте свою интуицию, безусловно. Интуиция вам будет помогать. Но я должна еще так сказать, императрица, а первая карта, пусть не в этой колоде, нам тут четко говорят, да, то есть выбор присутствует, и ты не прокрастинируй. Но есть еще и, пусть не в этой колоде, но такое значение, как ощущение праздника, желаний. Мы где-то на такой благодушествующей волне находимся, и нас что-то вдохновляет. Поэтому для кого-то это как какая-то радость сама по себе, потому что появляется возможность. Тогда эту возможность нужно не упустить. И у кого-то здесь может быть по императрице личная жизнь. Как-то меняется, да, статус. А у кого-то статус через работу. Но это, наверное, благополучие, как в квадрате, да. Это то, что мы хотим, желаем себе и всем нашим близким. И держи баланс, нам говорят. Конкретно ангел говорит о том, что будь готов к компромиссу и самоконтролю. Тебе придется что-то переделать, как сменить наши настройки. Понимаете? Два старших аркана. Без этого на лад дело не пойдет. Без компромисса, видимо, тоже будет сложновато договориться. Мы себе как будто двери можем закрыть. Или как вот эта витрина такая останется неоткрытой. Нам как будто нужно достать, выбрать один кубок или вообще тут навести какой-то порядок. И с первых видео 2025 года я постоянно говорю, основная задача до конца года адаптироваться к тому, что мы имеем, к тем условиям, к тем ситуациям, именно адаптироваться, потому что вокруг каждого из нас сложились уже определенные обстоятельства, которые, ну, мы на них не можем вот как-то влиять активно или как-то их видоизменить, переломить словно. Но изменить отношения, адаптироваться – вот это главная задача. И у вас как это выходит на какую-то финишную прямую. Но что-то будет до конца, как минимум января, а то и до 4 февраля, с учетом ретро-урана, то это будет продолжено. Что ждет? Слушайте интуицию вот конкретно, да? Голос как мудрости нашей, шестое чувство и терпение в некоторых вопросах. Значит, не все вопросы будут решены быстро. Может быть, это идет через какие-то важные документы или через то, что вы хотите осуществить, а вам нужно вот вообще детально продумать. И причем у нас период такой, когда будет такая многоликая разношерстная информация. И вам придется информацию, может быть, саму по себе перепроверять, потому что, смотрите, у вас 3 старших аркана. Семерка кубков нам говорит, как будто тебе уже пора выйти из какой-то паузы. Она слишком затянулась. И слушай именно интуицию, потому что не все то, что мы слышим, будет укладываться в логику или в какие-то рамки наших представлений. И в данном случае интуиция вам как подсказывает правильный путь. Э, Верховная жрица говорит нам еще и о том, что это как элемент независимости.
Но независимость не через доказательства, а когда мы гибко. Вот гибкости, буквально. Карта аркана, то, что мы называем умеренности, в этой колоде эквилибрио. То есть вот этот самый баланс, мои дорогие, мы удерживаем. И о балансе, о дипломатии мы говорили по аркану императрицы. Вот что-то такое вам помогает. Давайте, может быть, увидеть что-то в тени, что ждет. Еще один старший аркан. Вообще это карта успеха. Сила желаний. Ну и конкретно Виктория, победа. У вас победа на кону, мои дорогие. А мы тут сидим возле какой-то запыленной, запылившейся витрины. А тут вот посмотрите, тут вот начинается с интуиции, да, перекладывается на какие-то действия, тем не менее. Причем такие продуманные. Где-то самосохранение не без этого. Но это когда сбываются наши мечты. У кого-то поездка, может быть, куда-то переезд очень далеко. И вот обратите внимание, не в каждой карте, я уже больше не достаю, тут какие-то судьбоносные события, мои дорогие. И вот в этой, к примеру, карте у нас нет изображения ангела. А изображение ангелов есть в каждой карте старших арканов. Вот у вас, знаете как, действительно тут нужно слушать свою интуицию, потому что если мы начнем анализировать, мы подзастрянем, понимаете, в этом анализе, в собственном, да, или в каком-то самокопании. А тут у вас на кону какой-то успех, победа стоит. Поэтому, да, передумать придется, карта тоже говорит, но как будто не оглядывайся назад. Ангел сам руки и крылья как раз правил вот на этой волшебной колеснице. Это ведь сила желания, мои дорогие. И у вас все получится. Не сомневайтесь в себе слишком. Может быть, вам довелось проживать какой-то сложный период, когда ничего не менялось. Вы приложили много усилий, а все, знаете, как воз и ныне там. Но, видимо, шаг за шагом как-то выстраивается, меняется конфигурация невидимых сил. А вы люди интуитивные, вы люди эмпаты, поэтому вам договориться стоит только захотеть. И вот это именно где-то приводит через возможности или подсказки вашей души, вашей мудрости, каким-то поворотным событиям в вашей жизни, когда больше счастья, больше ясности, больше радости, решение каких-то вопросов конкретных и по бумагам, или, может быть, по жилищу, или это связано пусть с работой, или с какими-то документами, согласованиями, может быть, даже у кого-то юридические вопросы или вопросы, связанные с судом. Но тут все, знаете, как пространство, словно стремится к завершению какого-то грустного, может быть, периода вашей жизни, когда и пытался что-то сделать, а все не получалось. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Поверьте, подсказок будет больше. Я оставлю ссылки в описании под видео. Есть у меня и статьи по психологии, и есть и четко гороскопы. Есть статья, одна из последних, «Коридор возможностей на 2026 год». Поверьте, вот именно этот коридор, он формируется с окончания 2025. Прочитайте. Я думаю, вот с вашей-то интуицией, мои дорогие, подсказок будет больше. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.